Всем привет! Вы на канале Время вязать, и сегодня мы будем вязать с вами знаменитую балаклаву из Ализе Пуфи. Я не могла не связать. Вот я буду вязать вот с такого красивого цвета. Так, Ализе Пуфи у нас идет с петельками пряжа. Хватает одного мотка. Так, отсчитываем мы. Вот так кладем ровно и отсчитываем 30 петель, если на взрослую, 26-28, если на детскую. Итак, я отсчитала 30 петель. Смотрите, я делаю вот так вот в круг вязания. Только надо разложить их прям ровно-ровно, все петли. Так вот круг сделали, да, себе. И приступаем к вязанию. Вот берем нашу петлю следующую, вот смотрите, и вставляем петля в петлю, но только очень ровно. Вот видите, ровненько, раз, два, и вот так вот вы пошли вставлять петля в петлю. По кругу. Каждую петля в петлю, смотрите, не пропускайте, чтобы у нас на изнаночной стороне не было лишних петель. После того, как вы вставляете, вы еще раз их вот так вот разровняете, чтобы было видно, да, что все ровно. И вот так вот мы по кругу потихонечку, не спеша, делаем наши лицевые петельки. Первый ряд нам надо обязательно все вот так разровнять, чтобы у нас не перекручивались и чтобы ряд наш тоже не перекрутился. Вот смотрите, я каждую петлю поправляю. Первый ряд на самом деле как бы сложно, да, чтобы все вот это было ровно, а потом уже у вас пойдет. Вот смотрите, первый ряд у нас закончился. Все петли мы ставим опять ровненько и вяжем далее третий ряд. Итак, мы с вами по кругу вяжем 8 рядов. Вот смотрите, вот этот считается первым, да, этот мы уже второй провязали, этот уже будет у нас третий, то есть попетельно вы считаете, вот 8 рядов нам нужно с вами провязать. Вот смотрите, такой вот снудик у нас получился, да, 8 рядов. Вот, далее мы, вот здесь у меня вот кончик, это начало ряда было. Вы можете маркер поставить, если хотите.
Далее мы третью часть от наших петель, в моем случае это от 30, это 10, да, 10 мы закрываем. Получается, мы протягиваем, вот смотрите, вот так, петля в петлю, сюда вытягиваем, раз, два, ровненько делайте, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, еще раз я посчитаю. Раз, два, три, 4. Так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, вот это у нас петля уже остается на вязании. Вот это мы переднюю часть закрыли. И теперь также мы оставляем 10 петель. Отсчитываем, да, на нашей нитке 10 петель. И следующую, вот 11-ю, мы начинаем вязать. Дальше опять мы вяжем по кругу, вставляя, да, петля в петлю. Так, я поправлю. Вот у меня уже тут кружочек свой нарисовался. И по кругу я вяжу петля в петлю, не пропуская. Все аккуратненько, вот смотрите, чтобы не осталось лишней петли. Не торопясь, такую балаклаву можно связать за час. Вот я немножко провязала, теперь я подтяну вот так все петли, ровненько их сделаю и вяжу дальше. Очень получается мягкая балаклава, теплая. Вот петля у меня перекрутилась, чтобы не перекрученная была, ее надо ставить ровно. Не бойтесь перевязывать. Опять равняем. И вяжем далее. Вот мы дошли до нашей прорези, да. Здесь мы тоже должны сделать все ровненько. Все петли так ровно поставить. И вяжем опять петля в петлю. И так нам надо связать с вами 4 ряда в окошке. Тоже вот тут вот ровненько все так петельки поправим. Вот смотрите, наша прорезь, да, уже вот получилась.
лицо у нас тут будет. И вяжите так по кругу 4 ряда. Итак, смотрите, вот что у нас там получилось. 4 ряда мы связали. И теперь мы будем закрывать. Закрывать мы будем вот таким образом. Берем 2 вместе, одну на другую накладываем и протягиваем 2 в одну. Далее опять 2 вместе в одну. Опять 2 вместе в одну. Вот так вот 2, да, берем, 1, 2 и в одну протягиваем. Также мы все это разравниваем, да, петли. И по кругу мы так вяжем 2 в одну, пока у нас не останется на этой шапке 4 петли. Не забывайте поправлять, да, чтобы ровно было все. Вот видите, уже у нас какая макушка получается. Итак, у меня осталось вот 4 петли. Видите? Их надо мне вот так вот соединить. Теперь я беру ножницы, беру петлю следующую, да, вот 4 у меня тут на шапке. Вот эту петлю нам надо в центре ее разрезать. Она сшита ниточками. Так, разрезаем, да? Можно подлиннее сделать хвостик, поэтому я еще одну разрежу и отрезаю так хвостик и протягиваю через каждую петлю. Вот через все 4 я пропустила, да, и можно ее убирать вовнутрь. Вот в первую петлю, которая у нас вот это вот, да, 4, мы прям в нее вовнутрь протягиваем и вот так вот сюда вытягиваем, выворачиваем нашу балаклаву. С изнаночной, кстати, стороны она тоже прикольно смотрится. Можно ее с изнаночной и с лицевой также носить. Так, ну эту петлю нам надо завязать. Теперь мы ее цепляем, протягиваем и делаем узелок. Вот видите, вот так вот. Просто сюда я ее и затяну, она у нас не распустилась. Все, теперь вы можете ее просто куда-нибудь вот запрятать. Тут плюшевая, в принципе, видно вообще не будет. Можно крючком, можно также руками. Просто протяну ее через петли. И наша балаклава готова. Вот смотрите, если вы свяжете по 30, да, петель, то у вас, вам надо на ушки второй моток брать, потому что у меня осталось совсем немножко. И на ушки, я боюсь, мне не хватит. Вот такая вот балаклава. У меня осталось совсем чуть-чуть.
Вот. А если вы 28 петель наберете, да, или детскую, там 26, 28, 20, даже 9 петель, то у вас получится, еще останется на ушке. Ну, то есть надо все равно брать 2 мотка, да, как мы вяжем ушки. Вот смотрите, раз, два, 2 петли от нашей дырочки отсчитываем, и вот эту вторую мы вот сюда просто берем наш остаток и протягиваем петли. Если ушки небольшие, да, вам можно 3 петли вот так вот протянули и в обратную сторону вяжем еще раз 3 петли. Ну, смотря какие вы хотите ушки, да. Теперь 2 вместе в одну, эту еще одну и опять 2 вместе в одну. И вот такое вот маленькое ушко у вас получится. Если вы хотите побольше, то 4 петли наберите, то будет у вас побольше ушка. А если вот зайчи длинные, да, то 3 петли вам будет достаточно. Так как у меня немножко не хватило пряжи, я ушки распущу. У меня будет балаклава вот такая вот без ушей. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Всем пока!